Теремок ТВ. Очень смелых дружный отряд, вместе не страшным несчастьем туда они поспешат, где приключилась беда. Их дружба так крепка и вместе навсегда. Они большие друзья, не разлей вода. И сегодня, без сомнения, снова ждут их приключения. И назло всем невезением они на помощь придут. Никого нет смелее, не найти их сильнее. И кто еще всех умнее и всех добрее? Он один всех храбрее, вместе всем веселее. И вам не отыскать в целом свете их команды дружней, дружней. Робокар Поли и его друзья. Несоблюдение правил дорожного движения на улице. Ой, ненавижу уроки. Как же есть хочется. Даги, давай немного поиграем, а? Нет, Дженни разозлится, если мы опоздаем. Да, ты прав, да. Ух ты! Это пицца! О, первым 100 посетителям бесплатная пицца. О, бесплатно? Да! Побежали! Погоди, нас же Дженни ждет. Если мы принесем пиццу, она только обрадуется. Уверен? Конечно! Пиццерия городка Бром. Простите. Ни минутки покоя. Ну вот, теперь можно ехать. Кевин, далеко еще? Ой, по-моему, она где-то рядом. Надо попробовать срезать путь здесь. О! Нашли! Скорее! Шины Уиллера. Мы не туда попали! О, нас сбил с толку знак. На дороге пробка. Поеду в объезд. Так. Остановка, 7-я улица. Простите! Ух ты, кажется, мы почти на месте. О, стой! А? Я чувствую запах пиццы. Правда? Бери след, Даги. Мы почти у цели. О! Нашел! Нашел? Где? Где? Здесь делают хот-доги! Нет, Даги, мы не успеем за бесплатной пиццей. Ты что? А нам надо туда. Они раздают бесплатную пиццу? Естественно. Там пиццерия. Быстрее! Осталась одна пицца. Этот дом должен быть неподалеку. Так. Скутер едет по тротуару? Быстрее, Даги, мы почти пришли. Ты уверен? Скутер! Ой! Куда? Дети, вы целы? Голова кружится. Синди,
Разве ты не знаешь, что скутеры должны ездить только по проезжей части? Простите, я и не заметила, что еду по тротуару. Я бы успел отскочить. И я. Вы не правы, дети. Если вам навстречу едет мотоцикл, нельзя кидаться из стороны в сторону. Водитель тоже может повернуть. Гораздо безопаснее замереть на месте или прижаться к стене и дать мотоциклу проехать. К тому же на узкой дороге мотоциклы могут ехать очень быстро. Поэтому нужно быть внимательным, когда идешь по переулку или выходишь из автобуса, даже если при этом находишься на тротуаре. А если будете бегать, как сегодня, то можете попасть в аварию. Ясно, Полли. Мы опоздали. Вы опять опоздали. Прости нас, Дженни. Извини. Идемте, а то пицца остынет. Что? Ух ты, пицца! Вкусно. Даги, не ешь сразу 2 куска. Объедение. Робокар Полли и его друзья. Опасность в темноте. Фонарик. Побольше сока И карты. и шоколадки. Даги, нам нужна не только еда и напитки. Нужно быть готовыми на случай голода. Ну, как скажешь. Вы не идете домой? А? Что это? Извини, но не твое дело. Ах, так? Может, учительница скажет по-другому? Нет, Дженни! Да. Сегодня мы пойдем искать светлячков. Вы что, знаете, где их найти? Да, мы слышали, что в Совином лесу много светлячков. Сегодня мы собираемся туда в поход. Здорово. Я пойду с вами. Это может быть очень опасно. Понимаю. Я поэтому и иду. Вам нужен кто-то нетрусливый. Классно! Я возьму еще больше еды. Кевин, куда ты? А? Что это? Привет, ребята. О, привет! Кевин, ты опоздал. Ой, простите. Давайте посмотрим карту. Давайте. Дак, достань фонарик. Хорошо. Вот. О! Что Да, это? Да это же сосиска. Забавно. А я думал, что забыла ее. Надо было дважды проверить. Кевин, где карта? Ее нет. Что? Как ты мог забыть карту? Я уверен, что положил ее. Так не пойдет. Я иду домой. Подожди, Дженни, не уходи. Нам не нужна карта. Ты уверен? Абсолютно. Следуй за мной. Ух ты! Приключения начинаются! Что? Кевин пропал? Ну, Сьюзи слышала, как он ушел совсем недавно. Ага. Я нашла вот эту бумагу на полу. А? Что это за рисунок? Это карта. Светлячки. Почему Совиный лес всегда такой страшный? Нет, фара! Мне лучше уехать отсюда, пока вторая фара не сломалась. Ой, мы точно идем не туда. Мы зашли слишком далеко. Да нет, они где-то здесь. Может быть, мы хотя бы увидим лесных чудовищ? Я не люблю чудовищ. Даги! Ой, ребята, смотрите. Это же... Светлячки! Я знал, что мы их найдем. Побежали! Ребята, подождите! Это что-то большое! Да, Дженни, ты права. Это чудовище! О, вот они! О нет,
Это Спуки! Спуки! Спуки, ты меня удивил. Сам знаешь, в темноте нужно ехать медленно. Я знаю, Поли, но мне было страшно, простите. Все в порядке, Спуки. В темноте необходимо быть очень осторожным. В темноте пешеходы и водители плохо видят друг друга. В темноте лучше носить яркую одежду или что-то отражающее, заметное для водителей. Если едет машина, не волнуйтесь. Просто остановитесь, отойдите в сторону и дайте машине проехать. Это безопасно и для вас, и для водителя. И еще кое-что. Никогда не уходите вечером без разрешения родителей. Улица, которую вы знаете, вечером может стать совсем другой. Можно испугаться и потеряться. Думаю, пора домой. Родители волнуются. Да. Да. Ой, ух ты! Посмотрите, правда здорово! Как красиво! Ура! Я это сделал! Робокар Поли и его друзья. Папин рассказ о машинах. Ой, а ну не двигайся. Сьюзи, мне нужна твоя помощь. Так, Папа, когда ты проведешь в школе родительский урок? О, ты знаешь, из меня не очень хороший учитель. Папа Даги приходил на прошлой неделе. А вот и корзинка с вкусным обедом. Выглядит совсем как новая. Ладно, едем на пикник. Внимание, Поли! Я включаю режим дождя. ладно. Тормози! Ух ты! Поли! Отличный результат! У нас получилось! Ты молодчина, Джин. Мне очень нравятся новые шины. Теперь в дождливые дни будет проще ехать по мокрой дороге. А? Папа, а почему ты смотришь в зеркало? Зеркала для меня, как еще одна пара глаз. Зеркало помогает увидеть автомобили рядом со мной. Ясно. Ой, папа, давай проедем, пока светофор не сменился. Нет, Кевин, если светофор переключится во время движения, будет сложно затормозить. Эй, ты мог меня переехать, ты что? Простите. Он чуть его не сбил. На большой скорости машине сложно остановиться. Пересекая улицу, не надейтесь, что автомобиль вас объедет. Сначала убедитесь, что машина полностью остановилась. Ладно. Поймала! Сьюзи, нельзя играть руками! Так. Сыр! Ребята, похоже, в полдень на нас обрушится сильный ливень. Не может быть. В прошлый раз ливень нанес большой ущерб. Нам нужно принять меры безопасности. Верно, Рой. Поехали. Угу. О, хорошо, что мы можем спрятаться от дождя. Здорово, что у нас есть машина. Папа, я дороги совсем не вижу. В сумерках всегда сложно что-то разглядеть. К тому же дождь льет как из ведра, поэтому нам и не видно дороги. Они уже заснули.
Ребята, все целы? Да, спасибо, Поли. Автомобили стали нашими друзьями, сделав жизнь легче и приятнее. Но машины могут быть опасны и ужасны, если мы мало о них знаем. Итак, Характеристики автомобилей. что мы знаем о машинах? Первое. Автомобиль в движении не может резко остановиться, иначе он легко перевернется. Поэтому, если вы видите приближающийся автомобиль, подождите, пока он проедет или остановится, а затем переходите улицу. Второе. Когда идет снег или дождь, дороги становятся скользкими. Машина может уйти в занос или перевернуться. В снежные и дождливые дни водителям труднее разглядеть дорогу. Убедитесь, что между вами и автомобилем большое расстояние. Третье. Во время аварии машины могут удариться друг о друга и перевернуться. В этом случае вы серьезно поранитесь. Итак, что надо сделать, сев в машину? Пристегнуть ремни! Да, правильно! Наша машина дома! Ух ты, прямо как новая! С возвращением! Ура! Я так рада! Милый, может, сходим куда-нибудь поужинать? Да! Конечно! Робокар Поли и его друзья. Правила безопасности в снежный день. Как красиво! Так, что ты делаешь? Ух ты! Что это? Из этого я построю замок. Правда? Все, готово. Ого, какой красивый! Настоящий замок для принцессы! Так, Что теперь делаешь? сейчас я сделаю снеговика огромного. Да? Снеговика? Я тоже хочу! Так. Друзья, смотрите, что у меня есть. Ой. Ты Ты цел, цел? Хелли? Осторожнее, Хелли. Дорога очень скользкая. Я хотел показать новое изобретение Джин. Машина-снегоуборщик. Снегоуборщик? Да, он засасывает снег, а когда бак заполняется, он... Ой, почему не работает? Он сломался. Ой. Хелли, думаю, будет лучше, если с ним поработает Джин. Ой. Готово. Готово! Так. Сюда. Получилось! Снеговик, здорово! Снеговик? Ой, Сьюзи, пора идти домой. Уже? Почему? Я есть хочу. Но как же наш снеговик? Оставь его. Ни за что! Он же здесь будет совсем один, снеговик. Всю ночь ему будет страшно. Я заберу его домой. Что? Но ты его не донесешь, Сьюзи. Тогда иди домой сам, а я останусь с ним. Делай, что хочешь. Все. Снеговичок. О, неплохо смотрится, да? Да, надо навести порядок в парке. Тогда все идем в парк. Идем! Снеговик будет спать в моей кроватке. Ты что? Он растает, если ты оставишь его в доме. Правда? Холодно. Идем, Сьюзи. Уже иду. Сьюзи, ты цела? Больно.
А? Красный свет. Тормозим. О, нет. Не могу остановиться. Опасность! Я очень рад, что вы все целы. Но беда была близка. Кевин, Сьюзи, когда выпадает снег, дороги становятся очень скользкими. С людьми и автомобилями может произойти несчастный случай. На заснеженной дороге машинам сложно вовремя затормозить. Поэтому вы должны быть очень осторожны. Подождите, пока машина проедет. Или пока она полностью не остановится. И только потом переходите улицу. Не держите руки в карманах, так больше шансов упасть и пораниться. А чтобы ладошки не замерзли, носите перчатки. В снежные дни не надевайте светлые вещи. Носите яркую одежду, так вас легче заметить. Ясно, Поли. Друзья, О, смотрите. Вот так. О, снеговик! Теперь у снеговичка много друзей. Ему больше не будет так одиноко. Робокар Поли и его друзья. Правила поведения на дороге. Папа, скорее. Пошли. Какой чудесный день. Да, в такой день парк развлечений будет битком набит. Поехали, скорее, скорее, папа. Ладно, раз собрались, пора в путь. Ура! Вперед! Сьюзи! Ты должна пристегнуть ремень. Не хочу и не буду. Сьюзи, пока ты не пристегнешься, мы никуда не поедем. Ремень неудобный, не хочу. Давай. Я не могу пошевелиться. Ну что, ребята, готовы веселиться? Готовы! М? Ох, надеюсь, не все едут туда же, куда и мы. Папа, когда же мы приедем? Мне тесно, мне душно. Что-то случилось? Не знаю. Может, авария. Элли, как ситуация на дороге? Не очень. Большая пробка. Понял. Разберись с пробкой. Мы на подходе. Хорошо, Поли. Что-нибудь видно? Похоже на аварию. Думаю, придется постоять. Что? Притормозите, а вы можете проезжать. Я тоже хочу, дай. Сейчас. Не достану. Давай, ты достанешь, давай. Дай сюда. Ой, ты чего? Хватит, Сьюзи, пожалуйста, сядь на место. Ну дай мне, я Да хочу ты что? пить. Сьюзи, прекрати. Сьюзи, ты не сильно ушиблась? Это все он. Кевин, ты что? Я ничего не делал, это все оно. Сьюзи, прекрати кричать! Эй, Тут все в порядке. Как у тебя, Элли? С пробкой уже разобрался. Тогда мы едем домой. Хорошо, спасибо. Ну все, дорога свободна. Теперь быстро доедем. Папа, мне нужно выйти. потерпи немного. Тут нет туалета. Не могу. Я сейчас лопну. Не могу я терпеть. Ну ладно, сверну на обочину. Что там такое? Нет, Кевин, не с той стороны. Караул! Держись! Рой, Терри!
Поли в беде! Ты чуть не погиб, Кевин. Кевин, ты цел? Да. К счастью, мы с Роем знаем, что делать. Это наша работа. О, это я виноват. Нельзя было там останавливаться. Давайте-ка я расскажу о главных правилах поведения на дороге. Отлично, Поли. Во-первых, садитесь и выходите из машины только в сторону тротуара. Делать это со стороны дороги опасно, можно попасть под машину. Во-вторых, всегда пристегивайте ремни безопасности, находясь в машине. Неважно, сидите ли вы в детском кресле или на обычном сиденье. Это касается и взрослых. В-третьих, дети должны сидеть только на заднем сиденье. На переднем слишком опасно в случае аварии. Еще опасней, если дети сидят спереди на руках. Они не пристегнуты ремнем безопасности и могут серьезно пострадать в случае аварии. Вот как? И дети, нельзя драться или играть во время движения. Ясно? Да. Спасибо, Поли. Мы запомним. Парк развлечений. Наконец-то! Кевин, что с тобой? Ты чего? А теперь можно выходить из машины? Конечно! Беги скорее. Очень смелых дружный отряд, вместе не страшным несчастьем. Туда они поспешат, где приключилась беда. Их дружба так крепка, и вместе навсегда. Они большие друзья, не разлей вода. И сегодня, без сомнения, снова ждут их приключения. И назло всем невезениям они на помощь придут. Никого нет смелее, не найти их сильнее. И кто еще всех умнее и всех добрее? Поли, он один всех храбрее, вместе всем веселее. И вам не отыскать в целом свете